Атлантида знала многое, в том числе, как пройти трансформацию глубинно, необратимо через игру. Ее проводили в храмах, она заключала в себе целую философию и образ мысли, а живая структура поля имела свойство говорить. Как работала эта игра? Сегодня я попытаюсь рассказать. Привет всем! На связи с вами ваш боевой воробей, и в этом видео мы поговорим о древних трансформационных играх, как они влияли на человека, какие трансформационные коды содержали и что за помощь оказывали. Ну и, конечно, немного об обычаях и представлениях, что связано с Асах-Судх. Итак, поехали! Трансформационные духовные игры достаточно известны в настоящее время, и у многих культур сохранилось упоминание о них. Если вы заинтересовались этим видео, то вы, возможно, уже слышали о лила, которую использовали практики Востока. Если же нет, то вот кратко о том, что такое трансформационная игра. Трансформационная игра — это духовная практика, направленная на самопознание. Она помогает человеку исследовать свое прошлое, кармические уроки и первопричины проблем, а также устранять внутренние барьеры. Через прохождение игры можно найти выход к решению вопроса прямо во время проигрывания на поле. Но что особенно важно, такие игры запускают процессы и в обычной жизни, которые направляют человека к действиям, выталкивают его за пределы старого образа мыслей и ограничений, тем самым меняя его реальность. Но если у современных обществ есть такой мощный инструмент трансформации, как, к примеру, та же лила, то что же говорить про Атлантиду? Я думаю, многие могли бы предположить, что в Атлантиде, как у великой цивилизации древности, могла быть такого рода игра. И действительно, она была аж в 3 вариациях. И одна из этих вариаций — это... В Атлантиде была широко известна практика под названием Асах-Судх. Она была призвана помочь человеку справиться с тяжелыми периодами в жизни и решить, казалось бы, неразрешимые вопросы. Поле ее отражает в себе спираль мироздания от широкого круга к центру и на выход. Вечный процесс творения и трансформации и нового рождения. Игра имеет 83 клетки или 83 состояния, через которые проходит человек. Практика призвана показать путь души человека по мировой спирали, ее подъемы и падения, уроки, задачи и духовную предрасположенность для решения запроса. Практика Асах-Судх связана с учением об иллюзиях и смыслах и с первопришедшими. Первопришедшие — это звезды, которым поклонялись в Атлантиде. Кто не смотрел мое видео об учении и о первопришедших, обязательно загляните, будет интересно. И да, игра имеет сильную философию и религиозную подоплеку, а также отражает некоторые обычаи общества Атлантиды, но обо всем по порядку. А начнем мы с истории практики. Практика Асах-Судх возникла в Атлантиде и была производным от равновесной игры. Равновесная игра, это своего рода обычная стратегическая игра, чем-то отдаленно может напоминать наши шахматы. Но почему важно именно то, что Асах-Судх связано с равновесной игрой? Потому что главная цель Асах-Судх — ввести душу в равновесие. То есть в прошлом это равновесие могло быть нарушено, и поэтому не получается в данный момент чего-то достигнуть или чего-то понять для достижения. И применялась эта практика, соответственно, в основном в храмовом искусстве, поскольку она содержит сложные расчеты, которые необходимо учитывать при прохождении. Ну а мы идем дальше к правилам входа в игру. Чтобы зайти в игру, человек формулирует запрос. Допустим, что мешает мне на пути к построению отношений или что мешает на пути к реализации.
Тут мало чем отличаются от известных нам трансформационных игр типа Лила. Соответственно, после запроса кидаются кубики. В асах судх их 2. И если выпадает число 3, 6 или 9, то запрос считается принятым, и можно начинать игру. В других случаях, если выпадают другие цифры, нужно переформулировать запрос. И обычно проводник помогает это сделать грамотно, если есть проблема с формулировкой или с какими-то мыслями. И тут небольшая ремарка. Игральные кости, то есть наши кубики, это современная адаптация. В Атлантиде были специальные игральные числа. И форма у них была чем-то похожа на 2 пирамиды, соединенные друг с другом. На экране выведено приблизительное изображение, как они могли выглядеть. Ну и идем дальше. Вход в игру начинается с 3-й клетки. И в этом есть особый символизм. 3 вообще число расширения создателя, как считалось, и поиск новых путей. То есть новых путей для решения определенной проблемы или взгляда, нового взгляда. Число 3 также является отражателем вечности и путем малой трансформации. Что такое малые трансформации и числа, связанные с этим, я расскажу чуть подробнее, буквально через минуту. Также число 3 вписывается в логику игры, где первая клетка — это момент создания Вселенной, вторая — это получение добровольного согласия человека на такую мощную трансформацию, и, соответственно, с 3-й клетки начинается проработка. Ну а теперь переходим к символике чисел и их свойствам трансформации. Числа 3, 6, 9 и, внимание, 12 считаются поворотными, трансформационными. Они часто влияют на путь души или показывают ключевые проблемы. По ходу игры нередко переводят на более глубинные пласты для проработки, в том числе в прошлой жизни или даже за пределы опыта души в материальных слоях. Число 12 в малой версии асах судх, здесь представлена именно малая версия, потому что я возродила именно малую версию пока. Так вот, число 12 работает только внутри игры. Что это значит? Что войти в игру, если выпало 12 на кубиках, человек не может. Он должен перекидывать, то есть переформулировать запрос. Войти в игру можно, если выпало только 3, 6 или 9. Но вот внутри игры число 12 может вести. Тут еще что важно. Число, с которого человек зашел в игру, допустим, у него выпало 9, с 9 он зашел в игру, потом это же число будет также числом выхода. То есть только когда выпадет 9 в клетке сердца, сейчас клетка сердца выделена на экране, так вот, только тогда, когда выпадет 9 на клетке сердца, можно будет покинуть игру. И далее трансформация запускается уже в обычной жизни. Число 9 будет вести также в круг врат из внешнего оборота. Круг врат также выделен на экране. И число 9 также будет вести в малый круг, очерченный пирамидами с солнцем. Малый круг тоже выделен. Вообще, что интересно, эти числа считались поворотными и в судьбе самого человека. В Атлантиде верили, что в эти даты наступает перелом в жизни, и тщательно к ним готовились. Могли проводить какие-то инициации или обряды. И вот довольно интересно, что в сказке про мальчика по имени Ака, достаточно, к слову, популярный у них, описывалось, как главный герой как раз проходил трансформацию в 6, 9 и 12 лет. В 6 лет он отправился к звездам во сне, чтобы спасти своего отца. И изменил не только положение семьи, но и заложил основу своей дальнейшей судьбы. Обрел первое понимание, как про это говорили. К слову, образ Ака — это одна из предыдущей жизней египетского бога Тота. Теперь поговорим про внешний круг и его символику и обозначение.
Круг врат или внешний круг, как он еще называется, на экране он показан, где он расположен. Так вот, круг врат отражает 12 созвездий, окружающих Солнце, или пути 12 первопришедших, то есть звезд, от которых вели свои рода великие дома, что управляли Атлантидой. Но, соответственно, этим первопришедшим звездам поклонялись. Ну вот, к примеру, клетка «Немые заветы» дает отсылку к заветам первопришедшего по имени Аматис. Что он оставил людям? Ну, эти заветы практически наши 10 заповедей, но с иными ударениями и текстами. Допустим, Аматис говорил, что истину можно найти в равновесии. Равновесие же сравнивал с горизонтом, а заход и восход Солнца со вселенским началом и концом. Из конца всегда берет основу новое начало, как говорилось. И такая цикличная концепция времени очень характерна и для наших восточных философий. В том же индуизме из разрушения Шивой рождается новая жизнь Брахмой. Так что схожие с современными религиями тоже есть. Еще одна клетка в круге врат — инферес. Это клетка отшельничества, но не обычного отшельничества, а со знаком минус. И да, такое тоже возможно. Все имеет обе стороны. Отшельничество со знаком минус — это когда идет отделение себя от мира, от единого целого, разделение духа и тела, чрезмерный уход в духовность, духовная преданность в минусе. Сама клетка и философия отшельничества, но уже без знака минус, отсылает к легендам о первопришедшем по имени Ниор и его походам в горы, о его романтических отношениях с женой и о синих горных цветах, что он собирал в своих долгих походах, в своих таких отшельнических походах и миссиях, и по возвращении домой дарил своей спутнице жизни. От Ниора, к слову, пошла вся философия отшельничества со множеством школ, которые существовали в Атлантиде. Но вот конкретно клетка инферес отражала негативное отшельничество, которое могло тоже быть у человека. И есть еще такая клетка, как собирающие звезды. Это про таланты, детские таланты или врожденные таланты, про раскрытие своего таланта или дара. То есть это когда человеку советуют или напоминают вернуться к тому, что у него глубоко внутри, про что он забыл из-за следования системе или общественным ограничениям. Но это одно из толкований этой клетки. Вообще на круге врат очень хорошо проходят глубинные трансформации и раскрываются пласты не только этой жизни, а зачастую и предыдущих. Ну и что здесь еще может быть интересно, это выход из игры. Выход из игры возможен только при попадании в клетку сердца, и, соответственно, только из клетки сердца можно совершить финальный ход и запустить трансформацию. Как считалось, через сердце достигается равновесие. И еще мне бы с вами хотелось поделиться необычными моментами из личной практики и сравнения с игрой Лила. Что для меня было необычно. Ранее я проходила Лила у моей знакомой, которая занимается возрождением как раз-таки духовных игр Востока. Тут я буду ссылаться на Лила, поскольку многим она может быть знакома и, наверное, будет через нее проще понять, через вот такое вот сравнение. Я уже имела представление о том, как может работать такая трансформационная игра, когда заходила в Асах Судх. Но что я обнаружила именно в Асах Судх? Она буквально говорит с проходящим по ходу, может давать совет, может напоследок все повторить и кратко резюмировать, и только потом выпустить. Мол, вот это ключевое, а это контролируй. И после этого выпустить. Лила так не говорила, ну, по крайней мере, со мной. Далее, Асах Судх помогает человеку осознать, в чем был стопор или проблема. Указывает на это зачастую в нескольких слоях. Активно подключает прошлые жизни в том числе. Причем переход в более глубинные слои виден через переходы или трансформационные числа.
То есть по ходу игры это прям будет четко видно, то, что вы пошли вглубь. Но что тут важно? Если человек не готов, если он не осознал, то игра может не выпустить, может буквально пойти по тем же клеткам. И вот этим повтором ходов она схожа с Лила. Но что я заметила, эффект на выходе для трансформации Оасых Судх сильнее. Она буквально разрушает барьеры и выталкивает сразу человека за их пределы. Что мне было еще интересно? Была обнаружена мной такая закономерность, как то, что если человек заходит с числа 3, то его запрос требует меньше ресурсов на трансформацию и меньше осознаний. Тогда как если человек заходит в игру с цифрой 9, трансформация, как правило, затрагивала более глубинные уровни его прошлого и его судьбы и требовала более длительной проработки как по времени, так и более серьезных ресурсов и осознаний. Но вот что здесь важно. Если вы не готовы к проработке таких серьезных пластов, вас просто по этому конкретному вопросу не запустят в игру. Или же вам могут не открыть какие-то более глубинные пласты. То есть игра, она, в принципе, подстраивается под человека, и высшие, которые ведут, они тоже учитывают эти моменты. И что, наверное, самое важное в этой игре, и что было просто необычно для меня, что игра способна менять мышление у человека. То есть буквально внутри что-то менялось практически мгновенно. И дополнительно в жизни начинали происходить ситуации, подталкивающие к изменениям или способствующие им. Но самое сильное — это изменение внутреннего отношения к проблеме. И это было странно для меня, что можно так резко поменять взгляд на вещи после прохождения игры. Обычно в жизни это занимает намного больше времени. Вообще, если заключать, то главное во всех трансформационных играх, несомненно, именно результат. Когда буквально ощущаешь, как внутри что-то щелкает, как будто рушится внутренняя логика и сразу же выстраивается новая система. Что касается Асых Судх, она не просто показывает, где ты застрял, но она словно выталкивает тебя вперед, а жизнь подхватывает сама эти новые изменения и устанавливает уже новые правила игры. И в заключение хотелось бы отметить, что игра содержит в себе еще множество тайн, смыслов, условий трансформации. Она буквально рисует повороты, что способны развернуть все направление души. Содержит малый круг, где происходит переоценка шагов, а клетки с глубинным подтекстом, что говорят через тысячелетия на нашем языке, если знать эти основы, это просто невероятно. Но, к сожалению, все невозможно уместить в одно видео, поэтому ждите продолжения. Обо всем будет рассказано по порядку.